Привет, друзья! С вами Стас и новый выпуск громких новостей от канала Loud Sound. В этом выпуске мы рассмотрим сразу несколько интересных проектов от подписчика, расскажем о небольших дополнениях в формате RBR и появлении нового формата, а также жесткий трэш с участием Вики и Чемодана. Ну, Чемодан, погоди! И начнем, пожалуй, с неожиданной для нас всех новостью. Тренаха от студии Bass Security, о которой мы рассказывали ранее, на пике своей популярности была продана. Теперь этот довольно интересный проект будет колесить по местности Краснодарского края. Тренажка теперь будет жить в Краснодарском крае. Будем ли мы видеть ее на соревнованиях, пока неизвестно. Также неизвестно, какой проект ребята представят на этот раз. Но просили передать, что уже активно его обсуждают. А вот кто уже успел обрадовать о создании нового проекта, даже проектов, так это студия Медведь. И первым таким выступит броневик Pholz Multivan 2014 года. Почему именно броневик, расскажу немного позже. В Москве, где и находится студия, с нужными критериями для ребят автомобиль подобрать не получилось. Но зато удача их встретила в городе Тольятти, где и был приобретен авто. Одним из критериев был именно бронированный с завода автомобиль. Почему так? Я бы назвал это чит-ходом, потому что теперь при изменениях конструкции автомобиля, а он будет изменен, так как строится шоу-кар, ДПС к ним не пристанет. Так как в ПТС изначально пишется, что автомобиль был изменен, и теперь можно изменять все что угодно, не боясь проблем с законом, кои были ранее. Сижу в обезьяннике. Все нормально. Скажу, капсула, которая была сварена изначально, была мощной. Она имела 3 или 4 миллиметровый двухслойный металл, люк для автоматчика, защищенная АКБ, кнопку тушения подкапотного пространства и микрофон для связи с внешним миром, так как внутри машины было ничего не слышно. В общем, безопасность на достойном уровне. Но это все не пригодилось, потому что... Это все, оно спасает от ствола. Но не от САБа. От САБа это нифига не спасет, это все просто развалится и все. В реальном времени ребята уже полностью сняли штатную бронь, усилили рамку лобового стекла, а также сварили каркас под будущее оформление. По окончательному составу системы мультика пока ничего не известно, но известно точно, что он будет собран полностью на монобренде Pride. Тыл, скорее всего, будет состоять из новых неодимовых соло 16 или 20 размера. Наименование и количество сабвуферов также под вопросом, но рассматривается серия 12 ТВ3 в количестве 16 штук. И уже известно точно, что будут их или другие сабы усиливать Pride Apollo, те, которые оснащены новой функцией парогенератора. Конечной целью проекта ребята видят не максимальный результат, а очень громкий повседнев с ровной полкой. И следующий проект, который строят ребята, будет в автомобиле Audi A6, который, кстати, долгое время находился во владении владельца компании Pride. Изначально он готовился под EMA Европа, но был выкуплен ребятами и теперь в разработке также на громкий повседнев. Кстати, он будет вместо прошлого проекта Volvo, который так довести до ума и не удалось. Планируемый состав аудиосистемы для Audi будет состоять из 6 сабов Pride ST, 6 усилителей Apollo, а также 8 пар Solo 8, скорее всего тоже на неомоторе, если к постройке проекта они появятся в продаже. На данный момент автомобиль полностью разобран, вырезана задняя полка, сварен каркас под оформление и уже обшит фанерой. А для тех, кто ждал какие-либо изменения в соревновательных форматах, у нас для вас приятная новость. Дима Динов, бывший владелец формата SPL Show, подготовил для нас новый формат под названием USD, который начнет функционировать уже с сезона 2019. Многие начинающие спортсмены так и не смогли начать свою спортивную карьеру, потому что заведомо знают, что им придется бороться с на порядок сильными проектами, и занять призовые места очень сложно. Здесь такой проблемы не будет. Формат обещает быть самым народным музыкальным форматом в России, так как принять участие сможет каждый, даже самый неопытный спортсмен. Расскажем немного о правилах, чтобы ввести вас в курс дела. Замер будет фиксироваться как среднее значение за минуту с разрешением наложенного синуса и ограничением частоты 45 Гц. Так как формат повседневный, то и система должна показывать повседнев, а именно показывать стабильность. В классе SPL Limited основой будет являться ограничение бюджета на сабовое звено в 30 тысяч, а точнее саб
плюс моноблок. Также подвергнется ограничению и питание автомобиля. Оно должно быть близко к стоку. Разрешен генератор не более 150 ампер, а также 1 АКБ в штатном месте не более 75 ампер-часов. Классы SPL 1.2 и 2.2 схожи между собой. Отличием будет являться номинальная заявленная мощность усилителя. Для класса 1.2 это 4 кВт. Также ограничена площадь сабов не более 2/15 сабвуферов. И ограничение по высоте. Высота короба не должна превышать остекление более чем на 15 см. Для 2.2 это 8 кВт, без ограничения по площади. Но все оборудование должно располагаться в зоне багажника, а оформление не должно превышать остекление более чем на 18 см. Также в этих классах будет ограничение по питанию. Класс SPL Group не будет иметь ограничений в количестве сабового звена, но основным правилом является 32 см, и оборудование не должно выходить за пределы средней стойки. Передняя часть салона должна остаться в стоковом состоянии. SPL Wall класс для стен с ограничением по площади сабов, равной максимальному эквиваленту в 4/15 сабвуфера. Таблица площади будет в правилах. Оборудование также не должно выходить за пределы средней стойки. Передняя часть салона, аналогично классу Group, должна остаться в стоковом состоянии. Также нас будут ожидать классы для седанов, класс X без ограничений и SPL Distraction, который на данном этапе находится под секретом. Но, как стало известно, в России еще не было подобного шоу-класса ни в одном формате. Окончательные ограничения по правилам будут доступны нам уже в конце этого месяца. А пока вы уже сможете в группе высказать ваше мнение и пожелания. Также нововведение коснулось и формата RBR. Ребята приготовили нам сразу несколько жестких классов. Первый будет называться Mortal Kombat или Смертельная битва, кому как удобней. Этот класс будет предназначен только для дивизиона Фронт самого максимального уровня. На данный момент правила для него еще находятся в разработке, но уже известно, что замер будет проходить в течение 3 или даже 5 минут. Также нововведение коснется и басовой части. Спортсмены, которые выступают в классах Стена Мастер и Экстрим, смогут себя попробовать и в новом классе под названием Царь Стена. Будет производиться замер среднего значения на музыкальном треке в течение 3 минут времени. Кто-то подумает, что где-то похожее я уже видел. Мне даже самому показалось близкое сходство с дисциплиной Deathmatch. И даже уже вставку придумал. Просто скопирую. Но оно только на первый взгляд. Отличие есть, и оно в следующем. Трек будет предоставляться администрацией формата, и он необычный. В нем будут хаотично прописаны частоты от 25 до 45 Гц. То есть система участника должна иметь возможность охвата максимального диапазона частот. Интересная задумка. Пока ни одна федерация соревнований по звуковому давлению не имеет аналогов данному классу. Проекты от подписчика. В новом проекте от подписчика мы коснемся сразу 2 интересных автомобилей. Первый представляет студия Капрал Аудио в лице Антона Капралова и его Ford Mondeo на монобренде Pride. Для кого этот проект еще не знаком, напомню, что ранее ребята выступали на ВАЗ 11 модели, ее-то вы должны точно вспомнить. Круто обтянутую пленку и стеной, состоящей из 8 прайдов Т12, этот аппарат побывал на множественных соревновательных площадках, в том числе выступил и в Европе, где спокойно занимал первые и вторые места. В конце 2017 года этот проект был успешно продан в Махачкалу и куплен нынешний Ford Mondeo. В нем ребята уже стену решили не пилить, а сделать гроб под 6 S515. Правда, вскоре 2 саба пришлось убрать, так как некоторые классы авто не проходил. Ну и ничего страшного, потому что Ford стал чемпионом России в формате RBR без стен и установил там рекорд, а также стал вице-чемпионом IDBL, бронзовым чемпионом Bass Boxing и занял в много других форматах призовые места. Состав системы Форда состоит из оформления гроб по 4 S515 сабы, 2 моноблока Pride 25K, 10 пар Solo V2, питающихся от 2 осей 1500.2 и максимальным резом 159+. В новом году, скажу по секрету, нас будет ожидать не менее громкий проект в новом автомобиле. Каким он будет, расскажем по ходу его постройки. А ребятам пожелаем успеха в его реализации. Следующий проект представляет Alex Prasad Team города Волгодонск. Его пятнаха может спокойно дать пример тем, кто еще сомневается в своих силах и не имеет большого бюджета. Ведь в этом проекте бюджет был минимальный, а также большинство работ по его постройке производилось в одиночку, что никак не помешало встать на пьедестал победителей, в том числе и на финале России. После демонтажа более бюджетной системы, состоящей из короба под 2 12 мачете, Олег принялся за сварку
сварку металлического каркаса будущей стены, а далее установки 4 пятнах Урал Патриот. Передняя часть салона осталась сток, за исключением распорки и большого количества вибры. В багажнике расположились два Моника 3500, два 4-канальных децибела, дистрибьюция питания, а также литий-титанат. Конечно, со слов Олега, постройка быстрой быть не могла, так как собиралась почти в одиночку и заняла по времени около 7 месяцев. Рейс системы был зафиксирован 156.4 дБ на 39 Гц. В настоящее время система также распродается, и к новому сезону готовится что-то помощнее. Фамилия, имя, отчество. Зубенко Михаил Петрович, Кем являетесь? вор в законе, Кличка. мафиозник. Кто еще не видел эту наркоманию, то бегом на канал Альфард Групп. Такого в истории автозвука еще не делал никто. Витя Мосс, переодевшийся в мафиозника, взял в руки самодельный громкий чемодан и, прохаживая по торговым центрам под веселые песни, радовал народ. Поверьте мне на слово, такой реакции людей не ожидал никто. Абсолютно все были рады его выходке. Кто-то рядом танцевал, кто-то снимал на камеру или просто смеялись. Чего не скажешь про охрану, а точнее одного охранника, который решил, что его действия неправомерны. Конечно, у него ничего не вышло, Витя же... Вор в законе, мафиозник. Кстати, кто по достоинству оценил этот ролик, смело ожидайте вторую часть. Она уже находится в стадии съемки и, поверьте, будет еще смешнее. Думаете, на этом наркомания закончилась? Columbia Pictures представляет! Несколько дней назад студия Арзамас совершила поистине дикий краш-тест сабвуфера Мачете. Да, мачете! Вы говорите, что мы употребляем наркотики? Еще и Витю подсадили? Я думаю, теперь вы поняли, откуда идут поставки. Это все ЛСД! Как они только не извращались. После быстрой прожарки самого саба в ход пошла болгарка, а далее огромное количество пиротехники. Кстати, у R2V было помощнее. И в конце заклеили саб фольгой, засыпали угли и сделали из мачете мангал. Не, катушка не пахнет, пойдем хавать. Конечно, угар с их стороны был не просто так. Это, так сказать, мини-подготовка к выпуску новых обновленных сабов Мачете, обзор на которых только вот-вот появился на канале Альфард Групп. А на этом выпуск новостей подошел к концу. Не забывайте ставить лайки и подписаться на канал. Всем пока, живите громко. И не употребляйте наркотики. Хватит подъебывать про наркотики! Мы не курим дурь! Мы не курим дурь! Drop it.